Карабахский конфликт. Начавшийся еще в эпоху СССР, он стал реалией и политической составляющей жизни постсоветского пространства на 3 десятилетия. Для многих советских граждан именно события вокруг Карабаха стали символом развала страны. Впервые за многие годы в новостях появились военные сводки, которые касались недалекого Афганистана или загадочного Ближнего Востока, а советских республик, ассоциировавшихся с теплом и гостеприимством, но никак не войной. Я не был исключением. Большая часть моей жизни так или иначе оказалась связана с Карабахским конфликтом. Обсуждения и споры о том, что и почему происходит, которые мы вели в общежитии исторического факультета МГУ. Потом первые командировки в зону конфликта в качестве корреспондента Грузинской республиканской газеты. Затем анализ событий в политшоу, в эфирах российского радио и телевидения. А еще многочисленные командировки и съемки документальных фильмов и репортажей. У меня были десятки командировок в Азербайджан. Все они практически начинались с этого прекрасного города, Баку, который, надо сказать, за эти десятилетия изменился очень сильно и, надо сказать, что в лучшую сторону. Мой приезд в Баку, он сейчас тогда, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и, наконец, в республике мир. Не просто там мир замороженный или размороженный, а настоящий мир. Но сейчас у республики и у граждан Азербайджана есть две очень большие проблемы. Первая – это восстановление всех тех территорий, которые вернулись в состав республики, а это 20%. И вторая, которая связана с этой проблемой, это мины. Минные поля, не разорвавшиеся снаряды. Их очень много. Их очень много. В предыдущие свои поездки я в этом убедился. И вот в этом фильме, который мы сейчас начинаем снимать, мы хотели бы как раз и рассказать об этих двух проблемах, безусловно, связанных с собой, восстановлении республики и то, как сейчас решается вопрос с минными полями. После окончания Второй Карабахской войны и полного восстановления территориальной целостности Азербайджана стороны ведут очень непростые переговоры, которые должны зафиксировать окончание эпохи конфронтаций и войн. Несмотря на то, что определенные подвижки и договоренности есть, фундаментального документа так и не появилось. Также не открыты транспортные коридоры, что предусматривалось еще в трехстороннем документе, подписанном в 2020 году руководителями Азербайджана, Армении и России. Впрочем, надо сказать, что восстанавливать отвоеванные территории Азербайджан начал сразу же после их возвращения. И отсутствие каких-то подписанных документов никак на этом процессе, естественно, не сказывается. Наша съемочная группа, побывавшая на освобожденных землях сразу после окончания войны, получила уникальную возможность показать все изменения в режиме «было-стало». Как и 3,5 года назад, мы начали свой путь с Агдама. Сейчас мы находимся на том же самом месте, где 3,5 года назад наша съемочная группа, одна из первых, оказавшихся на освобожденных территориях, это дорога, которая ведет в Агдам, въезд вот там, в город. И мы тогда снимали здесь, на этой дороге, ну не на этой, конечно, а то, что оставалось тогда от дороги. Сейчас вы видите, что за 3,5 года построена абсолютно современная трасса, которая с потрясающим полотном. Тогда здесь были просто покосившиеся столбы без проводов, и везде были расставлены указатели, что здесь везде заминировано, везде вот они стояли мины, мины, мины. До сих пор еще остаются какие-то указатели, и туда идти нельзя. Мы сейчас находимся вот там, где вот была одна из линий обороны армянских войск. За мной Агдам, город, который оказался в тылу, да, армянских войск. А здесь, собственно, вот все как
Не знаете, я видел в фильмах про Великую Отечественную войну или даже гражданскую. Колючая проволока вот с этой стороны, с той стороны, повешенные пустые консервные банки. Там прям гирлянды их можно видеть. И позиции, которые здесь были оборудованы. С этой стороны, с этой. И они уходят, рвы эти вот там, траншеи уходят туда, далеко. Вот. И все, видимо, было заминировано. Вдоль дороги стоят обозначения о том, что здесь мины, предупреждения. Вы видите, здесь есть знаки вот с этой стороны и с той. Нам вообще сказали, чтобы мы не сходили с дороги, потому что очень много мин, и пока еще до конца все не проверили. Сейчас вот мы поедем в Агдам. Очень хочется посмотреть, что стало с тем городом, которого называли из-за страшных абсолютно разрушений азербайджанской Хиросимой. И посмотрим, что там сейчас происходит. Агдам стал символом того, что произошло с оккупированными азербайджанскими территориями. Красивый, жизнерадостный и хлебосольный город был превращен в руины. Причем произошло это не вследствие военных действий, а уже после окончания Первой Карабахской войны. До сих пор на вопрос, зачем надо было это делать, лично у меня нет сколько-нибудь логичного ответа. Тогда меня поразил факт того, что в большом городе не осталось ни одного дома, имевшего хотя бы подобие крыши. Мы находимся в центре Агдама. Агдам – большой районный центр Азербайджана. Агдам с тюркского языка – это белая крыша. На самом деле, может, оно так и было. Здесь были белые крыши, только удостовериться в этом уже не представляется возможности, потому что ни одной крыши в этом городе не осталось. 30 лет он находился как раз в зоне, где были армянские войска. Собственно, и самого города не осталось, только руины. На самом деле, позже, передвигаясь по другим освобожденным районам и городам, мы убедились в том, что Агдам в этом смысле не был уникальным. Так выглядели абсолютно все населенные пункты, которые 30 лет находились в оккупации. Мы в центре Агдама. Позади меня это мечеть, историческая мечеть, которая стояла в Агдаме. Именно здесь 3,5 года назад с одного из минаретов мы снимали то, что осталось от Агдама. На самом деле мечеть была единственным зданием, которое более-менее сохранилось. Вокруг были одни руины, одни развалины. Сейчас, когда мы в центре Агдама, вокруг сплошная стройка, настоящая стройплощадка. Мы, конечно, очень хотели увидеть то, как изменился город, с той же точки, где побывали в свой первый приезд в Агдам. И, воспользовавшись любезностью имама Агдамской мечети, вновь оказались на минарете. Как и 3,5 года назад, мы поднялись на минарет. Я очень хорошо помню, вот вся площадь города была покрыта вот такими развалинами, которые вот сейчас у меня под ногами. На самом деле большая часть уже расчищена. И там идет стройка. Вот отсюда как раз это очень хорошо видно. Есть уже прям построенные, законченные здания. Вот позади нас здесь все время ездят грузовые автомобили. И очень много кранов, вы это видите сейчас. Везде идет стройка.
Размах восстановительных работ действительно впечатляет. Особенно если учитывать тот факт, что сначала на территории города нужно было провести работы по разминированию, сносу и разборку руин, в которые был превращен город за 30 лет оккупации. Все восстанавливается и строится буквально с нуля. На первом этапе в Агдамском районе реализовывались базовые инфраструктурные проекты. Строились дороги, электроподстанции, коммунальные объекты, водохранилища. Пробурены десятки артезианских скважин. Создавалась канализационная инфраструктура. С прошлого года начались масштабные работы по возведению многоквартирных жилых комплексов, общественных зданий, объектов культуры. Цель официального Баку до конца 2026 года – довести численность населения региона до 10 тысяч человек, а в последующие годы – до 100 тысяч. Также реализуются инициативы по развитию промышленной инфраструктуры Агдама, который до оккупации считался индустриальным центром региона. В рамках этих инициатив на территории района создается Агдамский индустриальный парк. Восстанавливается не только сам город, но и все населенные пункты. И здесь темпы восстановительных работ могли быть в разы больше, если бы не проблема мин. Мы сейчас находимся в Агдамском районе. Густонаселенный был регион. Здесь было более 100 селений. Все они выглядят сейчас вот примерно так, как вот это село, которое называлось Гюлюльджа. Если переводить, вольный перевод на русский, это означает цветочный. То есть место, где очень много цветов. Все эти села, о которых я говорил, мы объехали многие из них, они выглядят вот так. То есть это разрушенные, абсолютно мертвые. Но мало того, что здесь разрушенные дома, практически все села, которые здесь находятся, они заминированы. Очень много и мин, и не разорвавшихся снарядов, потому что здесь проходила линия соприкосновения. С этой стороны стояли как раз армянские формирования. Вот сейчас мы поедем на окраину этого села, чуть-чуть подальше. Там проходила линия соприкосновения, и там очень много минных полей. Именно там сейчас работают саперы. Там есть международных организаций, но больше всего, что нас заинтересовало, что там есть такое девичье подразделение. Там совсем молодые девушки, их там 23 саперши, которые вот там работают. Вот мы туда едем, чтобы с ними познакомиться. О существовании специального девичьего подразделения саперов я узнал накануне своей командировки. И, конечно, сделал все, чтобы лично с ними познакомиться и поговорить. Руководители подразделения рассказали, что создано оно было год назад. Набирают только добровольцев, которые заключают годичные контракты. В основном в подразделении служат девушки из Агдамского или близлежащих районов. Для того, чтобы посмотреть и снять работу необычного подразделения, нам пришлось отправиться на минное поле, которых в Агдамском районе великое множество. Вот эта табличка говорит о том, что вот именно вот с этого места начинается минное поле. Ему присваивается специальный номер. И вот уже вот с этого момента все, кто сюда заходит, рабочие, неважно, журналист, как я должен быть полностью экипирован, закрыт и работать только с закрытым вот этим забралом. Так что я теперь вот так буду выглядеть. Работа на минном поле строго регламентирована и подчиняется писанным и неписанным законам, которые едины для всех вне зависимости от пола. Работы проводятся с раннего утра до обеда. Все время нахождения в красной зоне все должны в обязательном порядке носить бронежилеты и специальные каски. Я испытал на себе, что значит проносить эту амуницию 6 часов подряд.
спина и шея «спасибо» после такого эксперимента не говорят. А есть еще и психологическое давление, которое испытываешь, понимая, что находишься в месте, где уже обнаружены и обезврежены десятки мин и не разорвавшиеся снаряды, а еще сотни находятся под ногами. Поэтому все очищается. И со всем этим в ежедневном режиме приходится справляться девушкам. Довольно буднично они показали нам сначала целую линию из реактивных снарядов, которую предполагалось дистанционно подорвать, а потом вывели на место, где были установлены несколько десятков противотанковых мин, которые были обнаружены совсем недавно, но еще не были ликвидированы. Работы по разминированию ведутся строго по плану. Все потенциально опасные участки разделены на зоны и определенные сроки их обследования и разминирования. На первом этапе зону обследуют с воздуха с помощью беспилотников. Затем в дело вступают беспилотники наземные. Затем на минных полях появляются специально обученные четвероногие друзья. И тут нас ждал сюрприз. Собак, главных с нашей точки зрения помощников человека, мы были готовы увидеть, а вот крыс нет. Между тем, судя по графику, который есть в штаб-квартире подразделения, именно эти зверушки, в обычной жизни не вызывающие никакой симпатии, лидируют в обнаружении потенциально опасных предметов. Правда, выяснилось, что крысы это не совсем обычные. Гамбийская хомяковая крыса. Так официально именуются это довольно симпатичные существа. У каждой крысы есть имя, личная клетка и человек-напарник. Крысу запускают в потенциально опасные места, и если она чувствует запах пороха или взрывчатки, тут же встает на задние лапы и замирает. Вот тогда в дело вступают девушки с миноискателем. Непосредственно с крысами работают специалисты из международных организаций по разминированию. В основном это выходцы из Камбоджи. Страны, которая на протяжении последних 50 лет борется с минными полями. А вот руководит ими танзаниец. И именно в Танзании есть несколько специальных баз, где крыс обучают искать мины. Одним из главных минусов использования грызунов в разминировании специалисты называют их неустойчивость к жаре, что, согласитесь, от уроженцев Африки не очень ждешь. Как только температура переваливает за определенный рубеж, крысы наотрез отказываются работать. В условиях довольно жаркого климата в этих местах минус это серьезно. Но учитывая пользу, которую приносят эти неженки, приходится с этим мириться. Но несмотря на эффективность африканских грызунов, без кропотливой и очень опасной работы девушек с миноискателями тут, конечно же, не обойтись. Именно они шаг за шагом обследуют территорию, создают коридоры безопасности, по которым можно передвигаться в красной зоне. Они зачищают обнаруженные боеприпасы, готовя их обезвреживание или уничтожение. То, сколько этого добра уже было обнаружено, только на этом конкретном минном поле видно по желтым колышкам. Именно так обозначаются места, где были найдены мины. Девушкам день за днем приходится буквально по сантиметрам, как это сейчас делает наша новая знакомая Нармин, прочесывать местность, что требует не только усидчивости и внимания,
но и серьезных физических усилий. Кстати, именно Нармин оказалась первой из девичьего подразделения, кто нашел мину. Нармина, мне сказали, что вы нашли первую мину в вашем подразделении. Это правда? Да. Вы гордитесь этим? Да, очень горжусь. Вы находите то, что лишает людей жизни. Вот вы для чего пришли в это подразделение? Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я выбрала эту профессию и полюбила ее. Мне всегда было интересно, сможет ли женщина справиться с таким делом. Я сама из Агдама, вынужденная переселенка. И я горжусь тем, что очищаю освобожденные территории и передаю их будущим поколениям. Ну, вообще, у нас на Кавказе считается, что есть мужская работа, есть женская. Все-таки, всегда в моем представлении это была мужская работа, как саперы. Когда я услышал, что этим занимаются, тем более в Азербайджане, женщины, я очень удивился. А, на ваш взгляд, это правильно, что все-таки женщины занимаются такой работой? Нас всегда видели слабым полом, женщины нежные, хрупкие. Но мы хотели доказать обратное, что женщины могут выполнять эту работу. Я знаю, что уже год вы работаете. Сколько вы еще собираетесь заниматься этой работой? Пока наша земля не будет очищена от подземных угроз и пока не останется ни одной мины. Удачи вам. Удачи. Спасибо большое. Судьба этой хрупкой и улыбчивой девушки оказалась очень драматичной и в то же время символичной. Об этом мы узнали, когда по приглашению девушки оказались у нее в доме, куда нас позвали попить чай. Нармин, будучи маленькой девочкой, вместе с семьей вынуждена была бежать из родного дома в Агдамском районе, который был оккупирован армянскими войсками. На протяжении 13 лет они жили в палаточном городке. Затем государство безвозмездно предоставило семье Нармин дом, в котором она сейчас и живет с мамой и младшей дочерью. Для людей, которые более десятилетия жили в условиях лагеря для вынужденных переселенцев, очень важен и собственный дом, и собственное хозяйство, и домашние питомцы, своеобразные признаки мирной жизни. В разговоре мы узнали еще одну очень интересную деталь. Старший сын Нармин учится в военном училище. Вот и получается, что через 30 лет после начала Карабахского конфликта сама Нармин разминирует свой родной район, чтобы вернуть его к нормальной жизни. А ее сын выбрал судьбу защитника Отечества. Поговорили мы и с другими девушками-саперами. Все они гордятся своей работой и не собираются уходить из подразделения. Я знаю, что вы одни из первых пришли в это подразделение. Вот вы вдвоем были чуть ли не первыми девушками, которые появились. Вообще это как-то сказывается на общении вот с вашими подругами? Да, мы первые здесь начали работать. Но все девушки – это одна единая команда. Мы всегда вместе находим решение всех проблем. Самая, вы сами из Агдамского района? Да, Агдам. Из Агдам? Нет. Сколько вы уже работаете в этом подразделении? 1 год. Вы проходили сначала обучение? 3 месяца у нас была подготовка, а потом мы начали работать. Не страшно? А почему не страшно? Если будешь бояться, то не сможешь работать. Мы когда сюда ехали, видели очень много разрушенных сел. Мы сейчас сидим вот на фоне такого дома. Когда вы едете вот на работу, вы что-то чувствуете? Я ставлю себя на место хозяина этого дома и думаю, что бы я чувствовала, если бы мой дом так разрушили. Мы часто находим вещи детей, и мне становится грустно. Я бы очень хотела увидеть дом, где росла моя мама, но он полностью уничтожен.
Я слышал заявления людей, которые руководят разминированием в Азербайджане, что понадобится минимум 30 лет для того, чтобы более-менее избавиться вот от этого наследия. Вы сами сколько собираетесь работать вот и этим заниматься? До последней мины. Вы сами находили мины? Да, Сколько? 2. Ну, это вот, с одной стороны, ты радуешься, когда находишь, потому что, ну, больше она не взорвется, не убьет людей. Там. С другой стороны, это и со дня в день ходить и искать вот эту смерть, от этого не устаешь? Наоборот, когда находим мины, радуемся. Я была счастлива, когда нашла первую мину, а потом меня прошибло потом от страха. Вы маленькая, хрупкая женщина, замечательная. На ваш взгляд, все-таки это женская работа? Конечно, женщина – нежное создание, но не слабое. В этой нежности и есть сила. Поэтому это наша профессия. К вам очень повышенный интерес, пресс. Я знаю, что приезжают из многих стран. Вот мы первые, кто приехали из России и кто это записывает. Вот такое внимание, оно приятно или это отвлекает и мешает работать? Наоборот, такое внимание радует, ведь мы первые в Азербайджане женщины-саперы. Разумеется, девичье подразделение создавалось в том числе и с информационной целью. Нестандартный ход привлек внимание зарубежной прессы. Журналисты из разных стран с большим интересом отнеслись к появлению такого отряда. А рассказывая о девушках-саперах, представители разных СМИ естественным образом говорят и о проблеме минных полей в целом, что помогает стране доносить ситуацию с минами до международного сообщества. Но это обстоятельство, естественно, не отменяет очень тяжелый и опасный труд девушек, которым они занимаются изо дня в день. Из Агдама наша съемочная группа отправилась в еще один, обязательный для последних командировок, пункт – город Шуша. Правда, на этот раз необычным был маршрут, по которому мы добирались до этого древнего города. Сейчас наша съемочная группа двигается из Агдама в город Шуша. Двигаемся мы по серпантину со стороны города Хенкянди. Раньше для того, чтобы попасть в Шушу, надо было делать из Агдама огромный крюк такой по горам. Дело в том, что 30 лет эту землю контролировали армянские военные, и город Хенкянди, и близлежащие деревни. И поэтому напрямую проехать было нельзя. И вот мы уже в 3-й раз едем в город Шуша, но первый раз именно вот по этому серпантину прямо напрямую. Может быть, кого-то удивили мои слова о том, что Шуша стала обязательным пунктом наших многочисленных командировок. Дело в том, что этот город занимает особое место для страны и ее граждан. И в историческом плане, и в духовном, и в том, какую роль потеря, а затем освобождение Шуши сыграло в ходе 2 карабахских войн. Наша съемочная группа уже объездила несколько районов, где прямо такими ударными темпами идут восстановительные работы. Но вы знаете, когда мы приехали в Шушу, я еще раз убедился, что к этому городу в Азербайджане, у азербайджанских граждан, народа есть особое отношение. И даже на восстановительных работах это сказывается. Наверное, вот если брать в процентном отношении уже восстановленного, сделанного, построенного и запущенного в эксплуатацию, Шуша, безусловно, на первом месте. Я не первый раз в Шуше и каждый раз убеждался, что этот город имеет для азербайджанцев некое сакральное, я бы сказал, значение. И то, какими темпами сейчас восстанавливается Шуша, ну, я думаю, что в нашем фильме вы это увидите, конечно, не может не радовать. Скорее всего, буквально через несколько лет этот город превратится в одну из жемчужин Азербайджана, куда будут приезжать туристы. Они и сейчас уже приезжают, но со временем это станет просто таким городом, который обязателен для посещения, что ли. И для этого уже все есть. Рядом построен замечательный, шикарный аэропорт, который мы посетим обязательно. Построено несколько дорог, причем дорог, то, что называют хайвеями.
И если раньше дорога из, допустим, Баку в Шушу занимала 8-9 часов могла, потому что дорог практически не было, то теперь буквально 3,5 часа, и вы в этом прекрасном городе. Когда я впервые попал в этот город, меня поразило одно обстоятельство. В городе, который, в отличие от того же Агдама, все-таки оставался населенным, хотя и частично, более того, карабахские армяне считали его частью своей национальной культуры и истории. Были разрушены практически все исторические здания и постройки. Разрушены не военными действиями. За 30-летний период, пока город находился в руках армянских формирований, в нем не было сделано ничего для сохранения исторического облика и наследия. Наоборот. К сожалению, вот сейчас мы находимся в центре города, Шуши, историческом центре. Многие здания выглядят именно так. Еще недавно здесь были музеи, здесь были дома, какие-то детские учреждения, в которые располагались в старинных зданиях. Сейчас это просто развалины. Ну вот еще одно здание в этом же квартале, в котором мы находимся. Здесь находился Государственный банк. Вот тоже все, что осталось. А это вот собранные камни из разрушенных зданий, которые собираются использовать для восстановления. За прошедшее с момента освобождения время в Шуше уже очень много сделано для того, чтобы город вновь обрел свое неповторимое лицо и обаяние и начал жить полной жизнью. В Шушу теперь построены сразу несколько современных скоростных дорог. Совсем рядом, в Физули, а это 30-40 минут езды на автомобиле, появился современный международный аэропорт, который может принимать воздушные суда различных типов. Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой длиной в 3000 метров и шириной 60. Аэропорт стал воздушными воротами Карабаха. Это важный транспортно-логистический центр, играющий важную роль в экономической, политической, культурной жизни региона. И, конечно, и новые дороги, и аэропорт в разы увеличивают потенциал туризма и Шуши, и в целом Карабаха. Уже сейчас туристы приезжают в город и его окрестности, но, судя по тем темпам восстановительных работ, которые мы наблюдали, скоро эти места ждут настоящий туристический бум. Когда мы первый раз попали в Шушу, ну вот она примерно выглядела почти вся вот так. Вот как вот за моей спиной. Сейчас, честно говоря, по прошествию 2 лет трудно узнать вот этот центр Шуши. Причем, вы знаете, здесь очень аккуратно это делают. То есть вот каждое такое здание разрушенное, его оценивают. Что можно восстановить, что можно сохранить, часть сохранить или законсервировать для того, чтобы, ну, просто оставить в качестве, да, какого-то исторического наследия. То, что нельзя, сносится и строится что-то новое. Ну вот, кстати, пример такого очень аккуратного отношения. Это здание, старинное здание рынка в Шуше, которое вот частично сохранилось вот так, как оно было. Какие-то элементы заменены, но очень аккуратно его пытаются восстановить вот именно в том виде, в котором он там существовал еще с 18 века. Ну вот, наверное, один из самых лучших примеров того, что было и то, что стало. Вот это за моей спиной восстановленный, реставрированный дом доктора Мехмендарова. Да, вот все сделано, это двор, который был. А буквально еще 2 года, там, 2,5 года назад он выглядел вот так, как вот эти строения, которые с левой стороны от меня. Ну,
вы разницу видите. И видите, какие усилия и какие средства должны затрачиваться на то, чтобы привести все это в порядок. Мы сейчас в центре Шуши. Надо сказать, сюда прям возвращается жизнь. Вот по сравнению с тем, что я видел буквально там 1,5 года назад, когда последний раз был в Шуше, здесь вот снесли квартал домов, которые уже были непригодны для жизни, и построили новые. Но очень аккуратно. Видите, они такие стилизованные, специально под жизнь и под саму Шушу, и под природу. Очень много людей уже, открыты магазины, кафе, 3 прекрасных гостиницы. Очень многие, кстати, из Азербайджана приезжают сюда просто на экскурсии. Вот. И город действительно возрождается, ну просто на глазах. И это видеть, конечно, приятно. Конечно, восстановительные работы идут не только в Агдаме и Шуше. Восстанавливают и другие районы, города и села по всем освобожденным территориям. Все больше людей возвращается на ту землю, которую вынуждены были покинуть 30 лет назад. Возвращаются, чтобы восстанавливать нормальную мирную жизнь. Возвращаются, чтобы избавлять эту землю от страшного наследия войны, мин, как это делают Нармин и ее подруги. Возвращаются, чтобы строить дома, театры, музеи. Возвращаются, чтобы рожать и растить детей. Возвращаются, чтобы вновь вдохнуть жизнь в эту землю. А наша командировка заканчивается там, где и начиналась, в Баку. Сейчас я на торговой улице, такое сердце Баку, старые кварталы, реставрированные, красиво. Здесь ходят красивые люди, дорогие магазины. В общем, все так по-мирному. Действительно мирная жизнь. Вообще, надо сказать, что это путешествие, эта командировка оставила двойственное впечатление. С одной стороны, конечно, вот эти темпы по восстановлению страны идут просто с невероятной скоростью, качеством, и это прекрасно. С другой стороны, понятно, что вот это то, что мы принято называть эхом войны, минные поля, не разорвавшиеся снаряды, конечно, когда уже будет ликвидирована последняя мина, тогда уже, наверное, можно будет сказать, что этот конфликт, самый старый конфликт на постсоветском пространстве, закончился. Но когда вот сейчас ты здесь находишься, на этой улице, и видишь вот эту всю мирную жизнь, конечно, ты понимаешь, что уже вот черта под этим более чем 30-летним конфликтом уже подведена.